Вот такой обалденный торт Наполеон я сегодня сделал. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Так получилось, что у нас через 2 дня в доме будет именинник, и к этому я решил сделать домашний торт Наполеон. Это один из самых любимых тортов у нас в доме, и я давно это не делал, а решил сделать за 2 дня, потому что это даст коржам хорошо пропитаться, и когда будем кушать, это все будет очень вкусно. В первую очередь сейчас мы займемся приготовлением заварного крема, потом дадим это остыть, и в то же время мы займемся приготовлением коржей. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею, может быть, я делаю чуть по-другому, чем вы. Так, в первую очередь я отмерю 1,5 литра молока. Так. И отправим в эту же кастрюлю сразу же. Пол-литра. Литр. 1,5 литра. Так. С половинки отсюда в эту половину отправлю в кастрюлю, половину мы оставим. Ну, примерно так. Так что в итоге должно быть 1,5 литра молока. Так, беру миску. И в миску мы сейчас вобьем 4 яйца. Яйца комнатной температуры. И в то же время пачка масла 200 грамм у меня в комнатной температуре тоже. Сюда отправляем немного соли, щепотку, ванилин на глаз. И сюда добавляю половину сахара, то что... В общем, у меня здесь 400 грамм сахара, ну, примерно 200 грамм сейчас мы отправили яйца. И это мы сейчас попытаемся взбить. Итак, яйца мы взбили, теперь мы сюда добавляем оставшийся сахар. И продолжаем взбивать. А теперь сюда добавляю половину от количества муки. Здесь 100 грамм муки, ну, примерно 50 грамм муки мы сейчас добавим просеянной. Ну, примерно так. И продолжаем взбивать. С маленьких оборотов это обороты увеличиваем. Так, теперь добавляем оставшуюся муку. И продолжаем взбивать. С маленьких оборотов обороты увеличиваем. Так, и теперь постепенно доливаем сюда молоко. Так, болтушка наша готова. Сейчас я немножко уберусь со стола. Так, в то же время у меня здесь пачка масла. Мы сейчас разрежем на кусочки, уже чтобы наготове было тоже. Так, и теперь переходим к плитке. Итак, здесь у меня молоко на плитке, то что литр с четвертью. Включаем газ и постоянно помешиваем до кипения.
помешиваем, чтобы нигде ничего у нас не подгорало. Итак, молоко у меня закипело. Я поставил на маленький огонь. И теперь постепенно, помешивая, мы добавляем сюда нашу болтушку. Постепенно помешивая. Все, что здесь осталось на донышке, все выгребаем. Вот так. И постепенно помешиваем. И как у нас пойдут бульки, мы не дадим кипеть сильно, а тогда выключим газ. Итак, крем у меня загустел, посмотрите, и закипел. Я теперь выключил газ и снимаю с плитки. Теперь сюда мы добавляем наше масло. И как следует перемешаем. До однородной массы, чтобы масло у нас растаяло. Итак, масло у меня растаяло. Посмотрите, какая однородная масса получилась. Хорошо. Теперь я возьму целлофан. Теперь я взял целлофан и аккуратненько мы поставим сверху нашего крема. Дело в том, что крем будет остывать, и она иначе образует корочку, то, что нам не надо. А так мы аккуратненько сейчас целлофаном накрыли, она остынет, и так вот той корочки у нас там не будет. И теперь все это отправляю в холодное место, пускай остывает. Итак, теперь пора заняться нашими коржами. Я купил уже слоеное тесто. Слава богу, что оно у нас продается, потому что я сам не умею это делать. А я уже пользовался им для Наполеона, и результат восхитительный. Итак, здесь у меня, в то же время у меня духовка нагревается на 200 градусов. Форму буду делать по тарелке, чтобы круглая была. Так что мне одной пачки теста 2 коржа получается. У меня куплено 3 упаковки, значит, у меня должно получиться где-то 6-7 коржей, потому что там еще тесто остается, мы еще раскатаем по отдельности. Но я вам все покажу в ходе дела. И немножечко я раскатаю посильнее, чтобы 2 коржа получилось с одного рулона. Вот таким образом я сделаю. Теперь беру тарелку, и по тарелке мы разрезаем, чтобы равномерно все было круглое. Так. И это идет теперь на противень. И будет выпекаться при 200 градусов 15-20 минут. Вот и второй корж готовый. И так мы сделаем все коржи. И также пойдет сразу на выпекаться. А это оставшееся тесто мы сейчас положим сюда сбоку, и потом я покажу, что дальше делать. Потому что с этого оставшееся тесто еще мы сделаем еще один корж, и еще останется для стружки сверху. Так что теперь встретимся, как я испеку все коржи. Итак, я беру опять бумагу пекарную. И здесь у нас осталось тесто после вырезки. Так, в первую очередь мы сделаем маленький клубок. Сильно пережимать не хочу, потому что иначе
потеряет свойства слоеного теста. Слегка так сейчас. Сейчас пройдемся. Итак, мы раскатали, ставим тарелку и вырезаем корж. Этот корж будет у нас на дне нашего торта. Вот так. Забыл вам сказать, когда вы ставите коржи в духовку, пройдите вилкой, чтобы сильно не поднималось. Я первый корж забыл сделать вилкой, так он у меня поднялся и распружинился как шар надувной. Так. И остальные кусочки теста, так как что остались, мы испекем отдельно, прямо так покидаем, испекем отдельно. И тогда я покажу, что дальше, что это будет стружка для нашего Наполеона. Итак, 7 коржей у меня готовы, как вы видите. И теперь крем тоже у нас остыл. Сейчас мы снимем пленочку. Вот так. И теперь начнем делать торт. В первую очередь на тарелочку я сюда ложу немного крема. Берем слой и ложим. Так. Опять крем. Следующий корж. Итак, мы построим наш торт. А здесь у нас остатки роскоши вышли. То, что осталось от теста, пускай остынет, и потом мы сделаем стружку. Я покажу как. И наш последний корж. Это первый корж, который у меня вздулся, как я вам сказал. Вот такой получается. Так, здесь у меня кусочки. Все перекладываю сюда в пакет. Так. И в пакете мы сейчас все помнем. И здесь образовалась стружка, которую мы сейчас сверху нашего торта. Большие кусочки убираем. И теперь пойдем украшать наш торт. И пройдемся теперь по краям тоже. Беру ложечкой и ложечкой аккуратненько. Вот такой финальный результат. Результатом я очень-очень доволен. К сожалению, в разрезе показать я не могу, потому что это идет на праздничный стол. У нас день рождения в доме будет через 2 дня. Как раз к этому времени он хорошо пропитается. Итак, я с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать для праздничного стола в качестве торта. Торт Наполеон. Я знаю, это занимает немножко время, но он очень вкусный, у нас в семье это любят. Единственное, что когда я выпекал первый корж, я прошел вилочкой, это была моя большая ошибка, потому что в духовке корж раздулся как воздушный шар. Но ничего, все равно торт хорошо пошел в качестве слоя. И тогда последующие слои я протыкал вилочкой. И последний корж, как вы видели, я собрал тесто. И из того теста, что я собрал, я сделал последний корж для этого торта.
И, конечно, кусочки, то, что оставались вокруг, когда все вырезал, я в духовке испек тоже, и мы использовали в качестве стружки для нашего Наполеона. Все израсходовали. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, и что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой вкусной, сладкой ноте хотелось с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.